Юра, к начальнику зайдем. Давай пули, кожаную маску не вместе. Скажи. После нескольких рабочих встреч мы знаем, что у президента начинается совещание. Давайте вместе с вами посмотрим на часы. Вот сейчас 22 часа 50 минут. Следующие сутки. Вот сейчас почти 2 ночи. У президента началась очередная рабочая встреча, и впереди еще несколько. О выполнении поставленных вами задач по социально-экономическому развитию региона, поддержке СВО. Давайте документы. Владимир Владимирович, здравствуйте еще раз. Извините. Смотрю, 1:30 ночи. Сегодня у вас 5 было публичных мероприятий. Точно. И, судя по тому, что мы увидели, где-то 35 непубличных, ну, примерно. Все. Сегодня, получается, уже вчера, успела промелькнуть мысль, что это был за день такой, 26 марта? Да, мне сказали об этом. Выборы президента Российской Федерации на всей территории Российской Федерации состоялись. Так, слушайте, они-то меньше всего должны радоваться. И вы тоже, между прочим. Потому что Я ему каждый день говорю, что у него отставка скоро. Так все, если президент избран, они уже в отставке. Завтра будет обычный рабочий день. Первый это тур или второй будет тур. Все равно завтра в 10 часов у нас будет совещание с заместителями председателя правительства. Я понимаю, что в 1:30 ночи это очень странная просьба, но можно ли побывать у вас в гостях, увидеть? Можно? Пойдем? Там, да, пойдем? Ага. Хорошо. Спасибо. Но это, я так понимаю, далеко не самое раннее время, в какое вы заканчиваете работу. Вот 35 минут 2. Я еще не закончил. Не закончили, да? То есть там тоже работаете в квартире? Ну, у меня там есть кое-какие вопросы еще. Ну, вот, мелочи. Когда впервые речь зашла о возможности идти на выборы и баллотироваться на должность президента страны, первые мои мысли и первые мои слова в ответ на сделанное предложение были следующими. Я сказал, что я не уверен, что я к этому готов. Я привык жить нормальной жизнью. У меня много всегда было друзей. Я любил общение. Все это невозможно в сегодняшнем моем положении. Иногда так становится грустно. Что хорошего в такой работе? Вот так простым народным языком, если спросить. Ну, знаете, есть свои минусы, связанные вот с такими бытовыми, конечно, вопросами. Загрузкой или даже, нужно прямо сказать, перезагрузкой. С тем, что мало времени удается уделять своим близким. Но есть и вещи, которые это все компенсируют. Самое главное и самое важное – это сделать все для того, чтобы то, что является самым дорогим для любого человека, для любого из нас, чтобы наша страна, наша Родина стала по-настоящему государством мощным, перспективным, чтобы мы все гордились тем, что мы граждане этой страны. Вот сейчас мы говорим о том, что уже прошло сколько, 25 лет, и президентом, и премьер-министром работаю. Ну, вот не знаю даже, стоит ли так вот говорить. С другой стороны, это важно. У меня такое чувство, что все-таки
я не чувствую себя каким-то политиком, понимаете, который сидит, вершит судьбы своей страны или еще что-то большее делает. Я просто, мне кажется, все-таки, знаете, это все-таки из семьи идет, из среды, в которой я вырос. Я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Счастливо. Вот это очень важно. Дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало. Знаете, вы президент? Да. Савельев. Добрый день. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Встречайте! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин! Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенные общей судьбой. Смотри, Вова, видишь, Путин? Это вот, собственно, и есть, да, квартира? Да, это есть квартира. Как видите, да недалеко. Но это же тоже, я так понимаю, для именно постоянного, как бы, чтобы каждая секунда президента была на счету рабочая. Так, чтобы далеко не уходить. Да. И вот вы, получается, здесь часто ночуете, да, вот в этом месте? Последние 3 года в основном здесь. Ну, это небольшой личный вопрос. А вот, например, ваши внуки, они могут к вам неожиданно позвонить и попроситься зайти сюда в гости? Или... Нет, могут, но все же понимают, что у меня такой все-таки график нон-стоп. Они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какой-то окошечко во времени, чтобы с ними видеться. А вы строгий с ними? Или Нет, все-таки нет. Около вот этого камина вы были с Си Цзиньпином, чай пили? Да. Но здесь у меня и Клинтон был. Клинтон? Да. То есть такой был вот уровень отношений тогда, да? Ну да, он приехал с визитом, мы здесь тоже с ним. Да, по-моему, мы здесь встречались, с ним чай пили тоже. Пойдем дальше. За этим роялем успеваете иногда Ну да. играть, тренироваться? Да. Очень редко. Так. Чем вас порадовать? Чем угостить? Нас угощать ничем не надо. Спасибо большое. Почему? Хотели, да, вас Почему? посмотреть. Пойдемте, я вас посмотрим, что-нибудь найдем. Проходи. Кефирчика могу угостить. Кефирчик. Буду, если можно, спасибо большое. Ряженка есть. Что вы Кефир, если можно. Кефир? Хорошо. Спасибо большое. Это вот. Вы, то есть, и на кухне тоже сами? Ну да. Ну нет, почему? Ребят приходят, помогают. Ну сейчас-то зачем? Мы с вами кефир сами налили. Это подарок Александра Григорьевича как раз. Всякие шоколадки. Белорусские очень вкусно. Могу побаловать вас, если хотите. Спасибо большое. Кефирчик только, пожалуйста. Хорошо. Сегодня читал, кстати, статью о том, что в Китае бурный рост поставок российских продуктов. Хотите? Да. Возьмите, пожалуйста, с рук. Я как-то не могу оттуда их вытащить. Упаковал Александр Григорьевич. Забирайте. Пойдем. Там поудобнее надо будет сидеть просто. Да. В это время бывает, да, позволяете себе? Что? Кефир. Ну, да, Может я быть, стараюсь. легкий ужин даже. Да нет, стараюсь уже в это время не есть. Садись-то. Все российское, да? Ну, конечно. А че же? Спасибо большое.
Не спеши, подскочи. Обращаюсь с прямым поручением навести здесь порядок. Я на раздаче сижу. Для поросят здесь весьма вольготные условия. Кормят их не по 2 раза в день, как это было принято раньше, утром и вечером, а сразу по 14. За героев. Спасибо. Каждому теленку здесь положено отдельное комфортное жилье. Назвать это просто садом даже как-то язык не поворачивается. Гектары деревьев. Доходы от экспорта увеличение составило 30 раз. Президентский Аурус приезжает прямиком в теплицу. Вот это и называется прорыв. Рывок вперед. Вопрос сразу, конечно, идет на ум. Когда 3 года назад от нас массово уходили все западные компании, у многих было ощущение, что у тех, особенно кто видел кризисы 90-х, что мы сейчас туда неизбежно ухнем и упадем. Ну да, многие на это надеялись. Да. А вот у вас, у самого, какие в тот момент были ощущения? Вы знали, что мы вот настолько сильная экономика? Нет, конечно, то есть я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут. Есть у нас определенные заделы, но, конечно, рисков было много. Это очевидно. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима. Современный мир, он такой очень взаимосвязанный, это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна, как Россия, становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно. Главные новости сегодня – растущий финансовый кризис. Джордж Буш отправил в Конгресс сообщение, в котором говорится, настало время действовать. США должны предотвратить глобальную финансовую панику. Напуганные клиенты банков выстроились в очередь. Они сняли со счетов около 4 миллиардов долларов. Ситуация была такая сложная. Мы, в принципе, стояли перед возможностью остановки не только отдельных предприятий, целых отраслей экономики. А если в западных странах можно на население дополнительно что-то переложить, какую-то нагрузку, у нас нельзя. У нас живут от зарплаты люди или от пенсии до пенсии. Вот и все накопления. В какие-то моменты, связанные с кризисами вообще, всегда должен найтись человек, который возьмет на себя ответственность. И я, как глава правительства тогда, обязан был это сделать. Люди понимают, если правду говорить, все поймут и поддержат. Завод заработали? И в середине, точнее, 2000-х нам многое удалось сделать. Кстати говоря, в области демографии тоже мы же вышли в позитивную динамику. В экономике мы укрепили базовые основы российской экономики за это время. А с 2014 года сделали еще такой сильный рывок благодаря тем санкциям, которые против России ввели западные страны после крымских событий. Тишина, люди, ничего не происходит, зачем вы деретесь? Люди, ничего не происходит, не надо драться! Вот смотрите, мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание. Не бросайте нас, ребята! Россия! Россия! За что вы будете голосовать? За присоединение к России. Почему? Потому что хотим жить лучше. Все изменится в нашей жизни, мы надеемся на это. За Россию. Первый, за Россию. А почему? Потому что я хочу, чтобы... Да, потому что мы русские, я хочу, чтобы мы были с Россией. Сегодня, основываясь на результатах референдума, который прошел в Крыму, опираясь на волю народа,
вношу в Федеральное собрание и прошу рассмотреть конституционный закон о принятии в состав России 2 новых субъектов Федерации – Республики Крым и города Севастополь. Но 2014 год, и я исходил из того, что он будет сопряжен с, безусловно, с известными серьезными трудностями. Так и получилось. Сразу же санкции пошли в 2014 году. И мы, думаю, что правильно поступили, что тогда сделали то, что мы сделали. Мы гордимся вашим мужеством, смелостью. Уважаем то, как вы через годы с уважением относимся к тому, как вы через годы и через поколения пронесли любовь к Отечеству. Дорогие друзья, мы много сделали, но предстоит сделать еще больше. В ходе не праздничных, а будничных мероприятий это непростая задача. Но я уверен, что мы все это сделаем, потому что мы вместе. Обнимаю вас, дорогие мои, с праздником! Все. Пришла Россия, пришла цивилизация, пришло строительство. В здании будет 15 балетных залов целых создано. Мост крымский – это наше счастье. Поехали. Со всех сторон море, а мы едем в поезде по Крымскому мосту. Только русский человек может это сделать. Мы увидели, что может делать страна для республики, что может страна делать для людей. Красота! Вы как-то сказали, что работаете и живете по принципу «никогда и ни о чем не жалеть». Нужно делать выводы и смотреть только вперед. Вот последние годы очень непростые, драматические годы. Какие выводы из них мы должны сделать, чтобы идти вперед? Это всегда так. А сейчас, может быть, особенно остро это звучит, а именно нужно принимать решения своевременно и тщательно готовиться к любому серьезному шагу. Вы говорили, что вам бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, поскольку это был путь, как вы сказали, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией. А что вот мы до 2022 года не понимали этого или не могли с этим ничего поделать? Во-первых, чего-то не понимали. А во-вторых, мы все-таки с доверием, с осторожным, но все-таки с доверием относились к нашим договоренностям с нашими западными партнерами. Подписывая Минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули. Нам удалось прийти к соглашению о перемирии и глобальному регулированию политического кризиса. Выход из кризиса кроется в безукоснительном соблюдении Минских соглашений. Взяли просто паузу под предлогом необходимости соблюдения Минских соглашений для того, чтобы перевооружить Украину и подготовить к войне с Россией.
Враждебность по отношению к России – это новое явление, но оно становится очень сильным. И сильнее всего оно проявляется у нового поколения украинцев, родившихся в условиях свободы и национального суверенитета. Таким образом, Украина станет не только постоянной проблемой для России, но и приведет к потере огромной территории. Самой большой потери территории, которую Россия понесла за время своей имперской экспансии. Это, в свою очередь, в конечном итоге может разрушить новый миф о месте и роли России в мире. Ангела Меркель призналась в том, что ни одно из государств-участников нормандского формата, кроме России, с самого начала не планировало реализовывать ни один из 13 пунктов соглашений. Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее. В боях за Дебальцево в начале 2015 года Путин мог легко ее захватить в то время, и я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли сделать столько, сколько делают сейчас для помощи Украине. И это тоже для нас опыт. И этот опыт мы, конечно, должны учитывать в будущем. Но я легко себе представляю, что многие люди скажут, что сложно поверить, что Путина можно обмануть. Это, ну, понимаете, каждого можно обмануть. Но хотелось верить, потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить и не могли приступить к каким-то резким движением, не проводя соответствующую работу в сфере безопасности и в сфере строительства вооруженных сил, и в сфере экономики и финансов. Но мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе. Поэтому спецоперацию не начали раньше? Вот по всем тем причинам, которые вы назвали? Да, конечно. А вы говорили, что, конечно, вот глядя и сейчас, из 22-го года, надо было начать раньше. Но это когда? Это вот 14-й год? Мы юго-восток Украины, мы с Крымом, мы с Россией, мы с Беларусью. Мы требуем главного баптиста страны, В 2014 году это было практически нереалистично. Но страна не была готова к такому фронтальному противостоянию со всем коллективным Западом. Смотрите, сейчас что происходит? И на Западе признают. И сейчас в Соединенных Штатах об этом говорят. Они же прямо говорят. Мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией. Ну, то есть Россия одна, по сути, противостоит всему коллективному Западу. Но это требовало серьезного отношения к возможному развитию ситуации именно в таком плане. Слава Украине! Сей не вмерла Украина. Что вообще с Европой такое происходит? Они вообще заблудились, потеряли себя, свою историческую память? Иногда даже с удивлением смотришь на то, что происходит. Ну, не знаю, какие-то люди... У них и образования-то нет. С точки зрения интересов граждан европейских стран, это беда какая-то. Не знаю, мелюзга просто политическая.
Да, на первом этапе в Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как, ну, я не знаю, как де Голль, потом дальше там Миттеран. В новейшее время Ширак, в Германии Вилли Брандт, Коль. Пожалуйста. Не откажу себе в удовольствии вспомнить разговор с бывшим канцлером ФРГ Колем в 1993 году, когда мне посчастливилось присутствовать при его разговоре с бывшим мэром Петербурга. Он вообще отпустил переводчика, я остался, и я переводил. Для меня, как в недавнем прошлом сотрудника внешней разведки Советского Союза, было удивительно слышать то, что он говорил. Будущее Европы, если она хочет сохраниться в качестве независимого центра мировой цивилизации, будущее должно быть только вместе с Россией. Нужно объединять наши усилия. Кстати, я поставил бы в этот же ряд и Шрёдер. Это люди, которые имели собственные мнения и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его. Какую политику в отношении России должно проводить новое федеральное правительство? Сотрудничество вместо конфронтации – это разумный путь. Нам нужно что-то вроде пересмотра политики, разрядки. Пора, давно пора. Я за то, чтобы поэтапно отменить санкции и постоянно не думать только об их расширении и ужесточении. К слову, последние выводы экономистов говорят о том, что санкции наносят ущерб прежде всего Германии. Сейчас Шрёдер переживает практически унижение. Там его отсаживают куда-то на важных мероприятиях, лишь бы не сидел рядом с канцлером Шольцем и не попал в один кадр с ним. Вы знаете, мы недавно видели безобразную выходку в канадском парламенте, где аплодировали нацисту. И чтобы в Германии меня услышали, попробую сказать это даже по-немецки. «Je weiter von Schröder, desto näher zu Anthony Roth, der Narzissten sympathisiert». В Германии много порядочных людей. И уверен, многие это услышат. Сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится, они с ним боролись активно, да? Реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл. Потом Байден ментально им больше нравился, понимаете, ментально. Но я вас уверяю, Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. Все они станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостик. К чему это дальше приведет, посмотрим. Пойдемте, я вам покажу, что здесь еще есть. Да. Примечательно вот так. Как-то раз на прямой линии вас спрашивали, кто вам гладит рубашки, галстуки. Вот. Все здесь. Впервые можем увидеть гардероб президентский. Библиотека. Затем здесь будут храниться шевроны, да, которые вам дарят. Ну и вообще то, что многое дарят. Нет. Это такая, как бы скажем, личная библиотека. Да, а там есть еще Кремлевская библиотека, так называемая, отдельно. Там у нас и подарки, и что-то. И шевроны хранятся. Пошли? Здесь и кинотеатр, да? Здесь экран опускается просто. Да, можно посмотреть. Да? Ну, это вот самая главная часть. Самое главное? Да. Тренажерный зал. Да, тренажерный зал. Вы по утрам, да, сюда приходите? Да. Всегда? Вот у меня недавно был вопрос к вам, но там было не то время, не то место. Хотя сейчас хотел бы спросить. Недели 2 назад была у вас такая вот сильная царапина. У меня сложилось впечатление, что это, наверное, вот что-то спорт.
Ну, это просто вот здесь я занимался, рукой просто махнул и попал себе по лбу. Ничего такого героического нет. Сколько в день сейчас продолжаете заниматься спортом? По часу, да? 1,5 часа. 1,5 часа. И бассейн каждый день? Ну, стараюсь. Или там на лед выхожу, там, так, чтобы нагрузка была кардио поприличнее. Чуть длинный. Культуризм. Продолжаю, как и обещал, занимаюсь спортом. Когда человек занимается физическими упражнениями, уровень адреналина повышается. Все нравится, все начинает получаться. Soutenez, s'il vous plaît, le rêve olympique des millions de Russes. Dear friends, ladies and gentlemen. Во время выхода российской сборной на трибунах творится что-то невообразимое. Зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. Пилоты Формулы-1 в Сочи. Впервые легендарная автогонка проходит в России. Welcome to Russia. Российские города, провинция, и они увидели. Что Россия – это гостеприимная страна, доброжелательно настроенная. Спорт – это не какая-то развлекушка, это чрезвычайно важное, государственное, без всякого преувеличения дело. Пойдем? Ну, там еще 2 спальни и все. Ну, она такая вот камерная. Вот в такой этот вопрос, может, наивный, но интересно всегда было. Вот так поздно вы ложитесь спать. Вы себе будильник сами заводите или вот Я просыпаюсь. Сами просыпаетесь? То есть не то, что вам кто-то там стучит и говорит: Владимир Владимирович. Ну, иногда ребята звонят, на всякий случай, так, если что-то строго очень, нужно вовремя встать, я прошу адъютантов позвонить заранее. Ну, как правило, я сам просыпаюсь. Но если что-то очень серьезное, то вас в любое время дня и ночи, да? Ну, конечно, связь-то постоянно. А вот за эти 25 лет, которые очень непростые, были моменты, когда вы думали, ну, за что мне это все? И зачем мне это нужно? Нет. Никогда не было такого? Никогда. Если Россия сейчас останется без флота, ее просто-напросто не будет. И вы лучше всех понимаете, что северные рубежи, на чем они держатся? Да вот на этих мальчишках, которым 3-го ранга, им по 27 лет, по 25 лет. Вот на их плечах все состоит. Поэтому я и сказал с самого начала, да, что вы должны иметь другую армию, другой флот. Надо, чтобы офицеров в городах России не выбрасывали из автобусов за то, что они не заплатили по проезду. И чтобы офицеры жили нормально, достойно. И не задавали вопросы, как нам вывести детей. Я могу вам дать честное слово, что мы сделаем все для того, чтобы эту задачу выполнить. Вот это точно. Вы как-то рассказывали, что в одной из ваших характеристик записана отрицательная черта – пониженное чувство опасности. Какое чувство вам и нам помогает или мешает? Я считаю, что эта характеристика не отражает истинного положения вещей, что она является ошибочной. Когда у нас шли тяжелые события на Кавказе, я там часто бывал, в зоне боевых действий. Я помню, мы практически на бреющем полете летели по складкам местности на вертолете. Почти лопастями задевали там за землю. Я говорю, ну зачем мы так рискуем? Он говорит, если мы поднимемся выше, риск будет еще больше, потому что мы становимся хорошей мишенью для стингеров, которые были там у террористов. Вот этот риск такого бреющего полета, он был оправдан в данном случае. Так же, как и риск посещения других зон боевых действий, когда я видел, что по нам стреляют трассирующими пулями. Но мне нужно было там быть. Дорогие мои воины, вы проявили настоящее мужество, характер, смелость, воинскую дисциплину и верность присяге. Мы с вами не имеем права позволить ни секунды слабости себе. Ни секунды. Потому что если мы это сделаем, то тогда те, кто погиб, тогда получается, что они погибли напрасно. Поэтому я предлагаю сегодня эту супинку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи
принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. Поэтому я предлагаю сейчас по походным перекусить и заработать. Ребята, мы вас поздравляем с Новым годом. Будьте здоровы, чтобы в семьях у вас все было нормально. Россия высоко ценит то, что вы делаете. Речь идет о том, чтобы положить конец распаду России. Вот это ваша основная задача. Вы первый год президентства занимались тем, что стягивали, что называется, Россию. Почему это была вот для вас основная задача? Насколько сложна она была? Ну как, это главная задача любого главы государства – сохранить территориальную целостность страны. Но мы с вами все хорошо знаем и известное еще с древности выражение, высказывание «разделяй и властвуй». И лучший пример этого – события в Ираке. Маленькая страна, которая вряд ли может себя защитить и которая обладает огромными нефтяными запасами. Разделяй, а потом властвуй. Это значит, что те, кто хотят разделить, хотят властвовать. Это может быть применено в отношениях между государствами или в отношении конкретного государства с попыткой развалить его изнутри. Вот на тот период времени предпринимались, собственно говоря, я думаю, что и сейчас предпринимаются гораздо просто с меньшим успехом. Практически шансов на этот успех у наших недругов нет. Ну а тогда у них были все шансы на то, чтобы реализовать этот гнусный план, прямо так скажем. Есть два категории российских солдат на территории Чечни. Это те, которые лежат в гробах и которые будут лежать в гробах. На Чечню обратили внимание люди, у которых достаточно нефтедолларов, которым нужен этот регион, и которые хотят осваивать эту часть бывшего Советского Союза. Трагедия ситуации в том, что у нас границ никаких нет. Наши органы власти и управления там абсолютно недееспособны, они там не могут войти на эту территорию. Там понаехало полно иностранцев. Это же никто не придумал. Там действительно негры, арабы, инструкторы. Очевидные бандиты, Хаттаб. Просто иностранец. Кто-то на территории России-то не имеет права находиться. Они спокойно продвигаются вглубь Российской Федерации, в любое место и делают все, что хотят. 8 часов вечера в торговом центре прогремел взрыв. В это время там находилось несколько тысяч человек. А кому можно узнать, куда пострадавших делят? Боткинская, Первая Градская, Склифосовского. Мощный взрыв прогремел в 21:45 на улице Ливаневского. Дом номер 3 практически разрушен. Сильно пострадали более 100 домов в радиусе 500 метров. Ребенок имеется, который пока не опознан мужского пола. Абдуллаев Расул, неизвестная женщина, 40-45 лет. Гитинов Магомед, еще один неопознанный труп мужчины. Жильцы дома 19 по улице Гурьянова уже засыпали, когда страшным взрывом сотрясло весь микрорайон Печать. Через каждый час спасатели объявляют 3 минуты тишины и стараются услышать стоны под бетонными плитами. На Каширском шоссе раздался мощнейший взрыв. Третий корпус дома номер 6 перестал существовать. Здесь на рассвете в жилом квартале города был взорван многоквартирный дом. Есть разрушения еще в 44 домах. Но ничего невозможно было сделать другого, как подавить этот терроризм. Мы озабочены чеченским вопросом. Он не может быть решен военным путем. Он должен быть решен политическим путем. Мы склоняем к этому Россию, чтобы она обсудила это с чеченскими лидерами.
Будем мочить. До полной победы над Россией. Будет халифат! Будет! Иншаллах будет! Кстати сказать, хочу обратить ваше внимание на то, что создание халифата на территории Российской Федерации – это только первая часть их плана. На самом деле, если вы следите за обстановкой в этой сфере, вы не можете не знать, что радикалы ставят перед собой гораздо более масштабные цели. Они говорят о создании всемирного халифата. Я же, будучи директором ФСБ, читал различные оперативные документы, в том числе перехваты международных террористов, когда они друг другу писали. Сейчас уникальный исторический случай. У нас есть возможность оторвать Кавказ от России. Или сейчас, или никогда. Но и для нас было ясно, что или сейчас мы удержим, или уже никогда у нас не будет шансов сохранить страну. Сепаратистские тенденции в условиях ослабления централизованного российского государства, они были очень сильными. Причем не только на Кавказе. Кстати говоря, это было и на севере, это было на северо-западе, это было в центре, это было на Урале, да везде. У нас, я уже об этом говорил, в уставах, так называемых, или в конституциях различных республик и государственных образований, субъектов федерации, в 60 из них можно было прочитать все, что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации. К рубежу 21 века идеолог американской экспансии Збигнев Бжезинский публикует статью «Геостратегия в Азии» в журнале Foreign Affairs, прямо с нарисованной картой. На ней большая Европа с оттяпанными у России Украиной, Белоруссией и даже Петербургом с Карелией в придачу. Непосредственно Россия без выхода к Черному и Балтийскому морям, да еще без Кавказа. За Уралом отдельные государства – Сибирь и Дальневосточная Республика. По Бжезинскому государства эти, если хотят, могут создать свободную конфедерацию. Вот как хорошо бы стало. России, устроенной по принципу свободной конфедерации, в которой вошли бы европейская часть России, Сибирская республика и Дальневосточная республика, было бы легче развивать более тесные экономические связи с Европой, с новыми государствами Центральной Азии и с Востоком, что тем самым ускорило бы развитие самой России. Мне потом мои коллеги, очень многие президенты, премьеры говорили, что все уже для себя решили, что Россия прекращает свое существование в нынешнем ее виде. Вопрос только был, когда это произойдет и какие будут последствия, имея в виду, что это крупная ядерная держава. Но я глубоко убежден и думаю, что это понятно каждому здравому человеку. Если бы мы не смогли удержать страну, нас ждало бы очень печальное будущее. Страдали бы от этого люди. Вы посмотрите, что творилось в бывшей Югославии. Но такая жестокость внутри государственных конфликтах вооруженных, она вообще-то, строго говоря, выходила даже за рамки представления о современной цивилизации. Поэтому не хочется говорить, но это же было. Детей прививали к заборам своих собственных домов гвоздями. Понимаете, это же катастрофа, ужас. И что, разве мы хотим до этого довести? Разве мы могли допустить, чтобы Россия погрузилась в такое ужасное состояние? Поэтому задача номер один была тогда удержать целостность российского государства, которое создавалось 1000 лет нашими предками. Как-то мы уже привыкли, наверное, мы за последние годы, что все время мы живем теперь, скажем так, в учебнике истории. На этот раз мы видим исторические события, сотрясение основ западного мира. С сегодняшнего дня официальная политика правительства Соединенных Штатов заключается в признании только двух полов – мужского и женского.
Заговорили о здравом смысле в большой политике, об уважении, о национальных интересах. Но мы ведь все помним, что первым о традиционных ценностях, об их защите заговорила именно Россия, заговорили вы. Что касается родителя номер один, родителя номер два, я уже как-то публично говорил, и повторю еще раз, пока я президент, у нас не будет родителя один, будет папа и мама. И тогда ведь это было абсолютно перпендикулярно просто западному мейнстриму. Почему вы тогда уже так говорили, так рассуждали и так действовали? Но я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность. И это, с точки зрения будущего страны, в высшей степени опасно. С вашей подачи ведь важная очень вещь еще в большой политике произошла. Полузабытые ощущения справедливости в политике, морали. В какой момент мы поняли, что эти наши так называемые партнеры, они нам и не очень-то и партнеры? Это было понятно с самого начала 2000-х годов, что наш геополитический противник действует очень коварно, говорит одно, а делает совершенно другое. Я начал, тоже не сразу все понял, начал доносить до своих коллег: смотрите, вот вы говорите это, а делаете это. Ну, как для примера, поддерживаете не просто сепаратистов на Кавказе, а поддерживаете фундаменталистов на Кавказе. Вы же их сами называете террористами, а их деятельность у нас поощряете и, более того, поддерживаете. И вот доказательства. И приводил эти доказательства. Мне кивали головой и говорили: да, все, конечно, мы сейчас наведем порядок. И ничего. И все ровно наоборот. Этот цивилизованный мир решил, что Россия ослабла. Значит, историческая Россия под названием Советский Союз развалилась, и нужно добить его оставшиеся части. И самая большая из них – это Российская Федерация. Ее тоже нужно разделить на 4-5 частей. На мне лежала ответственность за будущее страны. Я, конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда, кстати говоря, и призыв к нашим западным партнерам уважать интересы России и так далее. И отсюда, кстати, речь 2007 года. НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. В Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков в каждой. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. И вот это я хотел донести до наших партнеров, когда, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России. Но, к сожалению, не было услышано. То есть услышали это все, только не отреагировали должным образом. В конечном итоге это и привело и к сегодняшним трагическим событиям на украинском направлении. Пойдемте. А куда ж идти? Родненькие, красотулечки наши. Иду спасибо. Да не, еще не. Когда будем в России, тогда будет безопасно. Давайте я вам помогу. Они стреляют, твари. Все, держите за меня. У Вадима дом сгорел. Через дом у Юрки дом сгорел. Виктория дальше. Нету дома. Людка там сидела, чай пил, и Людки нету. Контролем небо, пап! Нету жизни, нету. Вот эти Яценюки, Порошенки, блин. Яйца оторвал и выкинул. Вы меня извините за мой лексикон. Вы меня извините, ну накипело, понимаете? Накипело. Мы должны были выбрать нужный момент для того, чтобы начинать, а не ждать момента, когда дальше невозможно было ничего не делать. Просто преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа. Бегом! Владимир Владимирович, прошли почти 3 года войны. Все мы очень изменились за это время. Война всех изменила, каждого. А что изменилось в вас?
я стал меньше шутить и почти перестал смеяться. Вот отдавая приказ о начале специальной военной операции, вы осознавали, что это приведет к настолько серьезным изменениям в нашем обществе, что поднимутся даже вот уже какие-то вроде полузабытые вот эти глубинные силы народа? Ведь, наверное, была опасность совершенно другого сценария. Я именно не только думал, но я надеялся именно на это. Хотя, конечно, опасность другого развития событий и другого состояния общества была. И в этом смысле риск, конечно, был большой. Но в целом я именно надеялся на то, что реакция общества будет именно такой. И когда рядовой гражданин, наш простой человек, начинает осознавать, что он и есть государство, что именно от него зависит и сегодняшний день, и завтрашний день. И его детей, его семьи, и его родины и страны, он понимает, что глубинное государство – это он. И он последний рубеж, последняя инстанция. Вот это как в войну, помните, в Великую Отечественную? Велика Россия, отступать некуда, за нами Москва. Вот как раз хотел продолжить эту мысль вашу, эту тему, потому что под впечатлением тоже нахожусь от вашей встречи недавней с мамами, со вдовами. И там, что не история, то действительно героизм и подвиг. И это молодые совсем ребята. И да, вот они выросли, многие в 90-е годы, когда, ну что, и дальше они формировались, когда у нас деньги, вещи, какие-то вот такие вот, в основном жизненные ориентиры. А сейчас оказалось, вот, что у нас такие люди. Откуда у нас кто такие люди? Что это за люди? Вот, знаете, мы совсем недавно говорили о 25-летии подвига псковских десантников 6-й роты. И вот тогда это было. 25 лет назад. Я тогда уже говорил, смотрите, что происходит. Это вообще, это же призывники. Когда даже собрать 50 тысяч человек невозможно было. Ну, это в таком состоянии страна находилась. А люди-то оставались такими, какими они были и 100 и 200 лет тому назад. Да, конечно, многое меняется в сознании, но в душе, в основе своей. Тогда вот эти мальчишки же 20-летние воевали в 6-й роте. Они же только, извините, от мамы оторвались. Совсем недавно на дискотеках танцевали. И вдруг оказались в такой ситуации. До 1 марта в бою приходилось участвовать? Нет. Вот это реально первый бой. Страшно? Да, было страшно тогда. И сражались до конца. До конца. Бой несколько раз переходил в рукопашную, лопатами дрались. А командир батальона, который там оказался, получив тяжелейшее ранение, фактически без 2 ног остался. Продолжал бой и в конечном итоге вызвал огонь артиллерии на себя. Вот то же самое у нас происходит во многих случаях сейчас, когда складывается такая обстановка. Вот вы сейчас вспомнили про встречу с членами семьи участников специальной военной операции. Там женщины рассказывали о своих мужах, о своих сыновьях. Ну, конечно, вот один, как вы помните, вы присутствовали, да? Мама своего сына рассказывала, как он ушел из жизни, погиб.
Мой сын служил по контракту на Черноморском флоте. Но когда началась специальная военная операция, он написал рапорт о переводе его в 810-ю бригаду морской пехоты и отправился в зону СВО. Он погиб, защищая, прикрывая, дав возможность отойти своим товарищам, сымитировал сдачу в плен и взорвал себя 2 гранатами вместе с врагом. Все ребята остались живы. Герой настоящий. Ну, не зря вы присвоили ему звание Героя России. Он не мог поступить иначе. Он рос в семье офицера. Он, можно сказать, с молоком матери впитал любовь к родине, уважение к форме, патриотизм. Сколько лет ему было? Ему был 21 год. Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова, который пожертвовал собой, закрыв амбразуру дота своим телом? Да ничем. Может, тебе тоже помогу? Да. Благословение Господне будет со всеми вами. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда началась СВО, вообще не стояло вопроса, где ему находиться. Я в апреле родила ребенка, он познакомился с малышом и уехал в командировку. Он вместе с десантниками, с ребятами, да, из Псковской дивизии? Да, 234-й полк, тоже имени Александра Невского. В ноябре 22 года он погиб. Он награжден орденом мужества посмертно и орденом Дмитрия Донского первой степени. Со духе праведных скончавшихся, душу раба Твоего спаси. Каждый Новый год били куранты, и за столом мы вспоминали и анализировали, что мы успели сделать за этот год. Когда-то там мы родили ребенка в какой-то год мы начали строить дом, в какой-то год мы построили наш дом. А в этом году, на Новый год, мне пришла такая мысль в голову, что в этом году мы с отцом Александром сделали самое большое свершение в нашей жизни. Он отдал за свою страну, свою жизнь, а я отдала свое женское счастье. Так. Именно это дает мне основание утверждать, что в основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России. Это наши уже. Да, это все российские. Освободили уже, да? Да, освободили все. Да успокойтесь. Все. Все, освободились, бабушка. Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Вот к этим людям мы, безусловно, прежде всего должны относиться как к террористам. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. Злоба, поднимайте флаг над Горналью! Все, поднимаемся. Одна малая. Поздравляю весь личный состав всех воинских подразделений
принимавших участие в разгроме неонацистских формирований, вторгшихся на российскую территорию в Курской области. Вот я, если вы видели, ну, наверняка видели, встречался с ребятами, которые воевали на одном из участков, и где, ну, к сожалению, сразу из 6 человек 2 погибли, а 3 получили ранения. Фактически воевал только командир подразделения. Он стрелял, он бросал гранаты, а раненые товарищи ему заряжали магазины и давали гранаты. И в конце разговора, уже не было никаких камер, ничего, я тоже вот выразил слова благодарности и сказал: ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм. Они говорят, первое, что мне сказали: у нас таких много. Вот, честно говоря, вы знаете, меня это как бы так тронуло даже. Я говорю, ну все-таки вы молодцы, вы никуда не побежали. Один из них, все из Бурятии, ну вот со мной встречались русские люди, по национальности русские. Я говорю, молодцы, не побежали. И один из них мне говорит, куда не побежали? Причем искренне так удивился. Он мне на полном серьезе, без всякой иронии. Вот я хочу это подчеркнуть, без всякой иронии. Говорит, буряты не бегут. Понимаете, так дорого выставить. Русский человек, но из Бурятии, и говорит такие слова. То есть есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия всех наших побед. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей. Вот в 1945 году по Красной площади прошли солдаты Победы, как тогда называли, и сейчас мы так считаем. Многие вообще не вернулись с полей сражений. Многие стали, что надо прямо вещи своими именами называть, инвалидами стали. Вот отец у меня, да? А как он мог пройти по площади в 1945 году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушел из жизни с осколком гранаты в ноги. Ну, раз такие люди могли пройти по Красной площади в параде Победы? Нет. Я помню свои чувства, когда я первый раз пошел по Красной площади с портретом отца. Знаете, ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать. Но я хотя бы портрет его пронес. Он этого заслужил. Но пройти с портретом, что это значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же самое, что и у наших дедов, у отцов. Это значит, что каждый из нас на себя примеряет и считает, что подсознательно во всяком случае, считает, что и мы так можем. Наши предки всегда помогали слабым и беззащитным, ставя во главу угла понятие чести и справедливости. В это непростое время мы, воины России, готовы с честью приумножать славу русского оружия и не посрамить память наших предков. Жизнь спокойно, здесь все свои. Ничего страшного, это живо. Да, ну так вот я не могу смотреть. Я 20 лет занимаюсь этим кино. И тоже волнуюсь. Ничего страшного. Все, спасибо. Счастливо. Поздравляю. Служу России. Спасибо вам большое, что не забываете нас, что всем нам помогаете, даете нам всю жизнь буду помнить. Вся Россия вас будет помнить. Постоянно. Всегда. Спасибо большое. Еще раз хочу вам руку пожать. Почему мы вот в истории, получается, раз за разом приходим к тому, что Запад нас словно за что-то ненавидит? Завидует нам, что ли? Нет, вы знаете, это, во-первых, это давно очень началось. А вот смотрите, в 988 году, да, было крещение Руси. Мне представляется, что тогда просто князь Владимир решил быть ближе к
супердержаве того времени, к Византии, самой богатой, самой мощной державе. Потом мы очень быстро оказались вовлечены в противоречие между Римским престолом и Византией. В Риме реформировали христианство, в Византии нет. И мы посчитали, что мы являемся преемниками истинного христианства. Москва, Третий Рим, четвертому не бывать. Вот мы настоящие христиане. Как только Россия ослабевала, это результат монгольского нашествия, окончательно раздробили страну, она ослабла. И вот вам попытки шведов отторгнуть часть новгородских земель. И 1240 год, да, сражение Александра, который получил прозвище Невский, он разбил шведов, а потом через 2 года, по-моему, ледовое побоище на Чудском озере с крестоносцами, 1242 год. Вообще считалось, что на восточной границе Польши цивилизации вообще не существует. А чтобы цивилизовать эту территорию, нужно туда перетащить католичество. Как только Иван IV, Иван Грозный, сказал «нет, мы останемся православными», сразу возникла легенда о том, что он жестокий, тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Потом Петр I и его желание по каким-то направлениям, где он считал, Россия отстает, принять западные стандарты, наладить производство, наладить систему управления эффективную для того, чтобы развивать Россию. Но я уверен, что Петр I не хотел, чтобы мы только копировали все, что есть лучшего. Мы, как я понимаю, должны были брать лучшее, а потом на собственной базе двигаться вперед, чтобы сделать еще лучше. Все-таки в основе западной культуры, католической, протестантской культуре, на первое место всегда ставится материальное благополучие. Да, там тоже духовные вещи, конечно, существуют, но все-таки мерилом является материальный успех. В России нет. В России всегда, в широком смысле слова, говорят о нравственном начале. Такая глобальная идея всегда присутствует, морально-нравственная. Отсюда и постоянное желание у западного сообщества что-то откусить от России, как-то ее себе подчинить, сделать ее более послушной. Это происходит из века в век. Сфотографироваться на фоне с экипажем, пожалуйста. Владимиру Путину показывают весь процесс, как отдельные детали превращаются в лучшую в мире военную технику. В цехе больше 40 лет работаю. Очень приятно поздороваться с президентом. Спасибо, что приехали, посетили. Вам спасибо, что такой продукт у вас красивая, мощная. Мы гордимся. Мы гордимся своей продукцией. Спасибо большое вам. Это самое лучшее, что есть в мире. Боевая тревога, ракетное оружие к бою. Пуск! Эти кадры сегодня опубликовало Российское Министерство обороны. Восточная часть Средиземного моря. Фрегат «Адмирал Горшков» осуществляет пуск крылатой ракеты «Циркон». И вот кадры объективного контроля. В водах Средиземного моря поражена плавучая мишень. На этих учениях в первые 3 дня декабря силы военно-морского флота и воздушно-космических сил отработали совместные действия по нанесению ударов. К истребителю-перехватчику МиГ-31 подвешена аэробаллистическая ракета «Кинжал». Через несколько минут полета пилоты выходят на цель. Один из вопросов, на мой взгляд, очень важный, потому что многих людей, конечно, волновало эти 3 года спецоперации. Когда вот нас провоцируют, даже там уже начали ракетами НАТО по нам ударять. И у людей, у многих уже было вот какое-то желание, что называется, грубо говоря, шарахнуть в ответ. Почему вот такое хладнокровие эти 3 года? Потому что все бы вообще закончилось ядерной войной в таком случае. Нас вы же правильно сказали, нас хотели спровоцировать. Хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. И, надеюсь,
и не потребуется. У нас достаточно сил, средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом. Украинские ВВС сообщили, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Думаю, неопределенность в отношении того, что это была за ракета, которая вызвала столько шума, усилила тревогу. Я думаю, что многие западные чиновники поняли, что это была за ракета. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». А «Орешник» — это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило. А вот примирение с украинской частью русского народа, оно возможно, на ваш взгляд, в будущем? Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. Но это вопрос... Это время. Да, это вопрос времени. Это согласен. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный имя Твое, с Отцем единородным Его Сыном, ныне и присно и во веки. Аминь. А здесь домашняя церквушка. Без всяких вопросов. Да, хорошо. Если хорошо. есть вопросы, то пошли. Помню, вы рассказывали одному из моих коллег, что приходили, возможно, в эту часовню, не знаю, когда был Нордост, и молились. Именно в это. В это. В связи с какими событиями еще в стране или в мире вы тоже молились? Ну, вы знаете, я уже пытался отвечать на вопросы подобного рода. Дело в том, что у российского человека и у русского человека есть некоторые отличия от, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, о чем-то безграничном, о чем-то высшем. И даже атеисты в это верят. Ну, мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, с такими убеждениями, с таким морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему, перекреститься. Ну, для христиан перекреститься, для мусульман, следуя своим обычаям, обратиться к Господу. Для иудеев своим способом, для буддистов своим. Во всяком случае, обратиться к Всевышнему. И такая потребность внутренняя бывает у меня. Но перечислять все эти поводы или причины, наверное, не стоит. Тогда, вот в период кризиса с Нордостом, я впервые в своей жизни встал на колени. И второй раз мы видели публично недавно, это было в Беслане, у памятника. Ну да, это все-таки особый случай. Это дети. Это, мне кажется, из тех, кто это пережил, кто это знает хотя бы,
это останется с нами навсегда. Валерьевич, сейчас находимся на территории Мариупольского аэропорта. С мягким покрытием, чтобы дети могли играть. Значит, вот это у нас был недострой. Стоял брошенный. Мы его заселили, тоже жилой дом, люди уже живут. Здравствуйте. Здравствуйте, привет. Нравится? Нравится? Очень. Очень. Это хорошо. маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Это маленький кусочек рая. В соседний двор пришли украинские военные. Ощущение безысходности. Ты понимаешь, что ты не можешь ничего с этим сделать. Они сами уничтожали, как бы, то, где они были, потом сгорало. Они сами его подпаливали. Лишь бы нам в тепло. За какое тепло, лишь бы не... Ну, подъезд, в подъезде ж теплее. Да, подъезд, чем конечно, чтобы это хоть как-то... В Мариуполе было повреждено 70% жилого фонда. Что-то восстанавливают, а многое строят заново. Дом за домом, улица за улицей Мариуполь поднимают практически из руин. Город превратился в большую стройку. Одним из первых руку помощи Мариуполю протянул Санкт-Петербург. Сегодня два приморских города объединяют побратимские связи. Было плохо, очень было плохо. Мы жили наполовину разрухи. Начали делать дороги, отстраивать какие-то здания новые, площадки, лавочки. И город начинает оживать. Просто вот глаз отдыхает. То есть нас, Москва в цивилизацию тянет. Люди уже начинают верить, что мы не забыты. То, что здесь представлено, было когда-то чьей-то мечтой. Дорога должна быть так сделана. Разрешите открыть движение? Давайте. Рабочая поездка Путина по трассе Хабаровск-Чита продолжается. Впервые можно будет проехать от самой западной точки Российской Федерации до Владивостока на автомашине. Желаю вам новых успехов, таких как сегодняшняя победа. Полное восстановление и обновление станции. Мы совсем с этим справились. Дмитрий Донской, самая большая подводная лодка в мире. Перед нашей металлургией стоят большие, амбициозные задачи. Качественный продукт всегда себе дорожку протопчет. Благодаря вашему труду это чудо свершилось. Что касается вот этого лифта, который называется «Лидеры России», то он работает эффективно. Это самый большой кадровый форум. Круто. Понятно, что все здесь, конечно, надеются, что президент выйдет к людям. Владимир Владимирович! Ой, спасибо вам огромное. Подождите, пожалуйста. Вместе, уверенно и только вперед. Какое-то чувство надёги возникает. Страна живет, развивается. Возникает ощущение уверенности в завтрашнем дне. В самом первом вашем телеинтервью в 1991 году вас спросили, вы удачливый человек? До сих пор мне не приходилось жаловаться на судьбу, а из этого можно сделать вывод, что в принципе удачно. Спустя 34 года вы как ответили на этот вопрос? Спасибо большое. А вы я что забыл это, конечно, не помню. Возможно, так и было. А не помните, где я давал интервью? Вы были тогда в мэрии Санкт-Петербурга помощником Анатолия Собчака. Это было ваше первое телевизионное интервью именно как... Я давал это в мэрии Петербурга, да? Да. А сейчас я даю интервью в Кремле.
Внимание по концерну, снижение скорости. Осталось. Отрасли, взаимно. Еще раз 25 лет назад мало кто вообще мог представить, что российско-китайские отношения станут таким фактором вообще в целом международной политики. А вы уже тогда начали выстраивать отношения с Китаем. Откуда вы знали? Это дело, конечно, на 100% трудно было сказать, какого качества будут наши отношения. Сегодня это же не пустые слова. Они носят действительно такой стратегический характер, глубинный. Почему? Потому что, во-первых, наши государственные интересы совпадают. Первое. Второе, почему мы тогда начали? Ведь не было... У нас и с Западом были очень ровные, вполне благопристойные отношения. Больше того, как вы помните, вы должны помнить, гуманитарную помощь присылали в большом количестве. Причем, я думаю, что люди делали это, если речь шла о конкретных людях, делали искренне, и несмотря ни на какие проблемы сегодняшнего дня, мы всегда должны быть благодарны этим людям за это искреннее стремление поддержать Россию. Но уже тогда появлялись первые признаки того, что центр экономического роста будет перемещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион. Не только в Китай, но и в другие страны этого региона. Кроме всего прочего, мы соседи и должны выстраивать добрые отношения, чтобы это было хорошим фактором развития для обеих стран. И так постепенно, кирпичик за кирпичиком, мы не построили новую китайскую стену, а мы построили такой общий фундамент наших отношений. И это сегодня работает особенно эффективно, потому что турбулентности в мире не убавилось, а только прибавилось. А у нас такие надежные, стабильные отношения, которые с самим фактом своего существования укрепляют стабильность в мире. У подножья Великой Китайской стены на двух языках звучала русская песня. Очень хорошо. Великая Россия. Атомные станции Тяньвань и Сюйдапу, где Росатом уже построил 4 энергоблока, еще 4 в процессе. Газопровод «Сила Сибири» связал экономики двух держав. Китай впервые принимал Менделеевскую Олимпиаду. Домой награду возит вся российская команда. А на шанхайской сцене всех поражал русский балет. Так много людей говорит по-русски? Да. Да. Это тебе. Я все равно уезжаю завтра. Мне? Да. Держи. Спасибо. Но раз вы 25 лет назад знали, что будет дальше, что будет через 25 лет с мировыми отношениями? На 100% никогда нельзя прогнозировать, особенно в таких вопросах. Но эта тенденция, это сохраняется. И посмотрите, какова была доля стран так называемой «большой семерки». Сейчас непонятно уже, почему она большая, да? И какова была доля стран БРИКС. И страны БРИКС по паритету покупательной способности уже обошли страны семерки. И тенденция сохраняется, она даже нарастает. И будет и дальше уменьшаться доля в мировой экономике, а значит, и в мировых делах. Это очень тесно между собой связано, экономика и политика, сфера безопасности. 25 лет – это очень маленький период времени. Поэтому я уверен, что за ближайшие 25 лет точно вот так и будет, как я говорю. Указом президента Российской Федерации присуждены премии в области науки и инноваций для молодых ученых и присвоено почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации.
Мы занимаемся разработкой материалов с программируемыми свойствами. То мы сегодня научились конструировать живые объекты. Скрещиваем живое с неживым. Ищем способы разрабатывать новые лекарства. У России есть мощная фундаментальная наука и, главное, сильный кадровый потенциал. За рубежом, там, ну и у нас, говорят о возможности освоения Марса. Да. Мы будем стараться, чтобы Россия первым это сделала. Исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу, будущее наступает сейчас. Если мы его не создаем, тогда мы начинаем проигрывать. И в этой связи чрезвычайно важно давать упреждающий ответ. Долгий, короткий, вылезай через стену. Да, чему рады ныне? Давайте вычислим. Прямо! Я вот смотрю на этих молодых, красивых, энергичных, талантливых людей. У меня такое чувство очень часто возникает, что как будто это мои дети, это наша семья. Я так радуюсь за них. Про демографию хотел спросить. Вы часто вспоминаете публично маму, папу, историю про Запорожец, который они вам подарили, рассказывали? Мама выиграла его сначала. Да, лотерейный билет. Да. Да, точно. Я читал, что ваш папа готовил очень вкусный студень. Ну, он вообще любил покашеварить немножко. Студень делал, потом корешку мариновал. Это такой питерский деликатес ленинградский. Вот те воспоминания из детства, они, вот, на ваш взгляд, насколько сильно и определяют ваше отношение к России, как вы говорите, к вашей семье? И вообще, ведь тема демографии, иногда ощущение, что вы только о ней и думаете. От этого зависит будущее страны. Это потенциал. Наш потенциал. Какая она будет? Гиганты такие сейчас возникли. Страну очень быстро развивают. А у нас при нашей территории мы до 150 миллионов. Сейчас посчитать надо, конечно, с новыми территориями, наверное, будет 150 миллионов. Наверное, надо посчитать. Да, по-настоящему. Что это такое? Для могучей державы с такой историей и прямо скажем, с хорошими, со здоровыми амбициями, и 150 миллионов. Поэтому и то, если у нас демография будет такая, то и то мы можем не удержать эти параметры. Поэтому это один из самых ключевых, принципиальных вопросов. А теперь о главном. О самой острой проблеме современной России. О демографии. Главная наша работа – беречь мам. Сразу стало очевидно, что эффект колоссальный. Я не автор идеи, я прораб, который осуществил вашу идею. Настоящий завод по спасению жизни. Здесь, в криобанке, хранятся образцы стволовых клеток. Такие современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники – это принципиально новые стандарты качества жизни. Другого такого центра сегодня в мире нет. Вот главное здание, в котором дети живут, а здесь они будут заниматься спортом. Самый большой подарок – это дети. И дети наших детей. Привет, привет, привет. А вы с Ямала приехали? Да. А в Москве первый раз? Я второй. А где вы родились? Петербург. Санкт-Петербург. Очень красиво. Красиво. Ты там был? Да. Когда? Давно? Нет. На Камчатке? Был несколько раз. А вы с Камчатки, да? Здорово. Очень красивое место.
Еще вопрос. Мы начали с воспоминаний о... Да, хотите нам попробовать вот это вот? Это клюква с медом. Не откажусь. Спасибо большое. Угу. Я сейчас принесу очень. Я сейчас принесу. Спасибо большое. Спасибо большое. Угу. Нам понравится. Ну и так попробовать. Угу. Угу. Да, очень интересный вкус. Угу. Вкусно. Угу. Это просто клюква. Угу. И чуть-чуть меда я добавил. Ага. Вы всегда говорите, что чиновники должны работать, а не рыскать взглядом и преемников искать. Но наша страна, она так много пережила и знает, что означает роль личности в истории, что неизбежно, конечно, интересует вопрос, что дальше. Вы об этом думаете? Что дальше? Кто дальше? Ну, я всегда об этом думаю. И в конечном итоге вот можно как угодно к этому относиться, но в конечном итоге ясно, что есть там предвыборные технологии, есть административный ресурс, но все-таки в конечном счете выбор за людьми, за российским народом, за гражданами, за избирателями. Шансов сделать что-то по-серьезному вряд ли будет у человека, за которым не стоит доверие народа. Это принципиальный абсолютно вопрос. Поэтому, когда я думаю об этом, а я думаю об этом постоянно, конечно, я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны. Но вы все время смотрите и оцениваете потенциал каждого. Да. Кажется. Так и есть. Вы внешне всегда очень хладнокровный, сдержанный. Неужели никогда не возникает желания кому-то, что называется, врезать? Всегда. Всегда. Я с этим живу, но я с этим борюсь. Теперь все сидим и все голову опустили. Что вас вдохновляет? Вдохновляет? Да, как человека. Успех страны. Да, говорю совершенно без всякой иронии. Вот любой успех России меня не просто вдохновляет, а окрыляет. Прошу разрешения на спуск. Спуск разрешаю. Северное сияние по дороге Нет, не подсвечивало путь? Сияние не видел. Видел только сияние вашего завода. Как живой масштаб такой. Здорово. Такого еще у нас в России не было. Да, в мире нет. 0 секунд. Прошел контакт подъема. Полет нормальный. Начало работы положено. Удачи вам. Мы сделаем все для того, чтобы укреплять глобальное лидерство России. Создадим прочный задел для будущих поколений. А где заканчивается граница России? Граница России заканчивается через Берингов пролив с США. Граница России нигде не заканчивается. 25 лет всегда разные какие-то решения, разные ситуации. Было что-то такое, вот о чем вы постоянно, каждый день думаете? Для того, чтобы страна была стабильной, для того, чтобы были условия, которые обеспечили бы ее развитие, безопасность, нужно одно очень важное условие – доверие людей к высшим должностным лицам страны. Но для того, чтобы добиться этого доверия, нужно, конечно, эффективно и по-честному работать, улучшать положение наших граждан. Вот сейчас у нас самый низкий уровень бедности
в стране за всю новейшую историю. Понятно, что всегда люди смотрят вперед, и всегда исходит из того, что могло бы быть лучше. И в этом люди, конечно, правы. И если люди верят, то главное условие, а именно доверие к власти, в известной степени будет обеспечено. А это то, без чего не может быть единства общества. Вот об этом я всегда и думаю. Внутренняя сплоченность общества является основой всех наших достижений. И я очень благодарен людям за то доверие, которое на меня оказывают. И не только на выборах, а такой в текущей работе. Это вот без этого ни жить, ни работать невозможно. Очень часто от людей, от самых простых людей на площадях и улицах наших городов слышал очень простые, но очень важные для меня слова. Мне говорили: мы вам верим, мы надеемся на вас, вы нас только не обманите. Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Возможно, не удастся избежать ошибок. Но что я действительно могу обещать и обещаю, это то, что буду работать открыто и честно. Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству. Ну а мы будем и дальше молиться, дабы Господь помогал вам достойно возглавлять великое Отечество, Русь святую.